Среди всех сооружений Верхнего парка Ориенбауна самое сильное впечатление производит павильон катальной горки. Возвышаясь подобно маяку на высоком береговом уступе, он виден далеко, откуда ни посмотри. Его изящный силуэт четко вырисовывается на фоне неба. Павильон – часть некогда огромного увеселительного сооружения – летних катальных гор, прообразом которых послужили ледяные горы, создаваемые дням масленичных гуляний. Комплекс катальной горки состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи – центральная для катания и боковые для подъема колясочек. Катание осуществлялось на специально сконструированных нартовым резных золоченых колясочек в виде триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей. Катались с горы до 1801 года, пока она не начала медленно разрушаться. В конце концов, в 1813 году колоннады рухнули, а в конце 1850-х руины разобрали. От сооружений сохранился только павильон, лаконичные фасады которого контрастируют с утонченностью отделки внутренних помещений. Каждый из интерьеров уникален. Круглый зал декорирован росписью, лепкой и позолотой работы русских и итальянских мастеров. Пол облицован искусственным мрамором нежно-синего цвета, розовато-голубого, желтоватого и зеленоватого тонов. Орнамент пола перекликается с росписью стены купола. Большую художественную ценность представляет фарфоровый кабинет, где размещены уникальные фарфоровые группы, выполненные в 1772 годах на Майсенской мануфактуре специально для этого интерьера по моделям скульптора Кендлера. Все эти залы мы посмотрим чуть-чуть позже, а пока посмотрите модель интерактивную, как выглядела эта горка, как этот выглядел павильон в царствовании Екатерины II. Обратите внимание, на экране телевизора воссоздана модель катания на горке. Еще раз вам напомню, что длина колоннады вот этого ската составляет 532 метров на высоте 20 метров. А теперь мы с вами переместимся из подвального помещения на первый этаж, где попадем в помещение буфетной и кухни. На первом этаже павильона катальной горки размещались хозяйственные помещения, буфетная и кухня, где блюда, приготовленные на дворцовых кухнях Большого дворца, доводились до готовности и подогревались. В буфетной размещалась трехкомфорочная изразцовая плита с котлом, духовой печью, задвижками, решетками, дверцами и листом. Здесь подогревали и подготавливали блюда перед подачей наверх. В кухне сохранился исторический вытяжной колпак печи. Вход в буфетную кухню располагался напрямую с улицы с западной стороны, где существовала наружная лестница, симметричнее нынешней и не дошедшая до наших дней. Буфетная имела сообщение с погребами, находившимися в цокольном этаже, посредством подъемного механизма. На его месте в настоящее время размещается винтовая лестница, по которой мы с вами только что поднимались.
В буфетной представлены шкафы для хранения столового белья и посуды. Живописное убранство составляют натюрморты работы немецкой художественной Катарины Трой «Персики и виноград» и «Дыни и виноград», написанные на меди, и сцена на кухне Бальтазара Принца. В вестибюле находился главный вход в павильон с парадной лестницей. Помещение связано как со служебными комнатами первого этажа буфетной, так и с парадными залами на втором этаже. Интерьер декорирован лепными композициями с изображением воинской атрибутики, оружия, щитов и знамен. Лепные работы были выполнены Альберто Джани по эскизам архитектора Антонио Ринальди. Монументальность и строгость декора поддерживается четкими линиями венков и гирлянд из листьев, а также монохромным колористическим решением интерьера. Пол из искусственного мрамора, созданный по рисунку Ринальди и почти полностью утраченный в годы Великой Отечественной войны, был восстановлен во время реставрации в 1950-х годах. Парадная лестница занимает южный выступ павильона. Ее лепное убранство создано Альберто Джани в 1760-е годы в технике намазной лепки. Степень насыщенности декоративными элементами усиливается по направлению снизу вверх. С верхней площадки лестницы, украшенной орнаментальной кованой решеткой, открывается вид на луг, где некогда располагалась катальная горка. В центре площадки установлена мраморная скульптура Аполлона Дафна, работа флорентийского мастера Паскуале Романелли. В декоре стен угадываются две потайные двери. Одна из них ведет на узкую винтовую лестницу, которая связывает все этажи здания. Другая выводит на открытую террасу второго этажа, с которой гости могли подняться на скат катальной горы. А сейчас мы с вами попали в круглый зал, который занимает центральное место в планировке второго этажа. Он был предназначен для проведения приемов и парадных обедов. Стены, двери, купольный свод зала были декорированы живописцем Серафино Бароцци в 1767 году. Роспись выполнена на бледно-голубом и розовом фоне с изображением цветочных венков и гирлянд, музыкальных инструментов, скачущих оленей. Над дверными проемами размещены живописные работы Стефано Торелли. Пол круглого зала выполнен из искусственного мрамора. Он представляет собой уникальный памятник XVIII века, единственный в своем роде в России. Освещение зала в вечернее время составляли 12 бронзовых бра на стенах, а также большой фонарь, приобретенный для Оренбауна в 1768 году. А вот тот самый фарфоровый кабинет, который получил свое название благодаря коллекции мессенского фарфора, размещенной на стенах. Декор зала, живопись стен, пола и потолка, лепные украшения позолота – это все продумано с целью подчеркнуть белизну и изящество фарфоровых групп. Специально для фарфорового кабинета на мессенской фарфоровой мануфактуре в Саксонии по моделям Кендлера и Асье был выполнен большой русский заказ, включавший в себя 40 скульптур с мифологическими сюжетами. Фигуры аллегорически прославляли победу России в русско-турецкой войне, в частности, победу над Туренским флотом в Чесменской битве и императрицу Екатерину II, вдохновительницу триумфа. А это уже штукатурный кабинет, где главным элементом декора является лепнина, благодаря чему интерьер получил такое название. Изысканное убранство стен и потолка создано Альберто Джани в технике намазной лепки. В лепных композициях просматриваются изображения связок оружия и музыкальных инструментов в обрамлении растительного орнамента. Пол из искусственного мрамора, единственный в своем роде в России, был выполнен в 1765 году. В интерьере представлены резные плетеные кресла французской работы, стол-консоль и ломберные столики русской работы 60-х годов XVIII века. Фарфоровые фигуры, расставленные на консоли и столиках, это аллегории различных частей света – Европы, Азии, Африки и Америки. А мы с вами вернулись на вестибюль парадной лестницы и через эту самую потайную дверь выходим на балюстраду. Интерьеры придавали павильону не только развлекательную, но и представительскую функцию. После завершения строительства катальной горки Екатерина II проводила здесь торжественные обеды и приемы, в том числе и для иностранных послов. Так, например, 28 июля 1774 года в Оренбауне проходил Верховный Тайный Совет, и по этому случаю в круглом зале павильона состоялся торжественный обед, на котором присутствовало ближайшее окружение императрицы и иностранные послы. А 30 июня 1777 года здесь же был дан торжественный ужин в честь шведского короля Густава III.